Мої вам вітання. Я Світлана, і ви у мене у гостях у садочку під Києвом. Сегодня я вам расскажу, где-то уже по погоде, по такой прохладной, похолодало у нас, что я буду пересаживать взрослый куст метельчатой гортензии. Почему, куда и как, расскажу и покажу. Помогать перевозить гортензию мне, конечно, будет Вадим Петрович. Ком получится у нас огромный. И еще покажу корни у куста древовидной гортензии. Я как раз там, где я вам рассказывала, ее уже выкопала. Буду пересаживать за периметр. Идемте, будет видео сегодня полезное. Но кому не надо пересаживать гортензию, может просто посмотреть, как мы будем этим заниматься. Идемте. Эта метельчатая гортензия растет в моем саду уже 3 года, чуть больше. Я ее покупала где-то в августе 3 года назад. Сорт называется Вимс Ред. И растет она вон там. Кстати, вы заметили, что я дообрезала свои розы по кругу, уже наклонила и частично поставила дуги. Но сегодня мы про гортензии. Вот это моя гортензия Вимс Ред. Почему же я ее буду пересаживать? Пересаживать буду потому, что, если вы видите, она растет как раз возле липы. Как раз возле этой липы. Видите? Вообще, конечно, сажать надо растения так, чтобы пересаживать не надо было. Но получилось у меня, знаете, что у меня она пошла не кустом, и я ее стала формировать, как, например, вот эту. А выгнала 3 толстых, по-моему, 3 толстых, как большой палец, побега. И я их решила формировать в штамп. А штамп, как вы видите, высокий, почти моего роста. Получится такая же гортензия, как у меня Фрейс Мельба. И липа кроной ей мешает. Или гортензия. Но, скорее всего, что липа, хоть я ветви и обрезала у липы вот эти, видите, оголила, и она у меня немножко вверх так растет, все равно штамп будет смотреться некрасиво. Поэтому я решила, нашла место, где обзорность этому кусту Вимс Ред будет, ну, с 3 сторон хотя бы. Вон туда, где мой пенисетом. Сейчас мы туда перейдем, я покажу, где это будет осуществляться. А сейчас рассмотрим мой вот этот куст Вимс Ред поближе. Формировка у него двойная. Внизу куст, вверху штамп будет. Но я ее при посадке буду заглублять. Для чего? Для того, чтобы я впоследствии нижние ветви с корнями вырезала, рассадила. И у меня получилось только дерево мое с кроной пышной, цветущей. Дерево гортензиевое. А внизу поросли из веток, и цветения не было. Но это дела еще нам на будущее. На 2-3 года, кстати, сейчас откопаю, посмотрю. Я ее немножко прикапывала. Может быть, какие-то из веток уже укоренились. И мы как раз посмотрим. Сюда мы с вами довольно редко заходим. Я вам на прогулке по саду, наверное, расскажу по растениям, что тут у меня растет. Штамбовый. Из моего черенка, кстати, это полярный медведь. Небольшой штамп там. А вот эта гортензия Вимс Ред. Посажена была 3 веточками. В первый год цветения там 1 или 2 соцветия было. Не впечатлила меня. Я ее обрезала по всем правилам. Ждала следующий год. И она мне вот что как удивила. Смотрите, какой толщины у нее побеги. Наверное, даже толще, чем у Фрейс Мельба. Цвела в этом году не очень обильно. Ну, на каждом
побеги соцветия есть, но цветом она меня не впечатлила, поэтому я вам ее и не показывала. Вот такая Вимс Ред, у нее красные побеги, тут они понаклонялись, но факт в том, что я буду выкапывать ее. И сейчас посмотрим ветви, укоренились, не укоренились, а вон даже этикетка видна. И вот эти вот побеги хочу я все-таки повырезать впоследствии, чтобы остались только вот такие стволы будущих деревьев. Сам процесс будем наблюдать со стороны. Помогать не будет только в перевозке Вадим Петрович. А так я вам покажу, что делать. Так, ну для начала я ее немножко откопала. И хочу вам показать побеги, которые были прикопаны больше года. Дали очень маленькие корешки. Сейчас показываю. Вот это корни, это уже корни от нашей гортензии. А вот корешки. Вот эти. Это корни укоренившихся веток. Но они настолько маленькие тут, если их даже и видно, что откапывать сейчас, вот так вот отсекать, нету никакого смысла. Она точно не примется. Вот у этой побольше там корней идет. Вот они. И с другой стороны еще. Но они наш куст, конечно, не смогут пропитать всем необходимым. Поэтому я при пересадке ее буду заглублять где-то на вот такую высоту. Сантиметров 10 будем заглублять. Ну а сейчас покажу, как же надо обкапывать гортензию. Чем не очень хороша пересадка взрослых растений, потому что вокруг все мешает. Вот мне мешает и липа, и можжевельник этот. Смотрите, мы взрослый куст будем выкапывать не просто лопату вот так ставить, нажимать и поддевать, чтобы вытащить ком, а пересаживаем, как все большие деревья, как делают в питомниках. Мы прорываем канаву вокруг растения, ну, где-то полметра, сантиметров 70. Вот такую канаву вначале роем. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы ком земляной мы оголили больше по диаметру, а потом в эту канаву будем ставить лопату и поддевать уже на глубину, на весь штык. То есть у нас ком земли получится вот такой. Сильно огромный делать не надо, потому что гортензии вот в этом приствольном участке корней хватит. Полметра, это метр диаметром. Почему я говорила, Вадим Петрович будет помогать ее перевозить? Потому что это будет тяжелый большой ком. У гортензии корни вообще-то как веера. Вот так вот эти ветки пускают по-другому, чем у древовидной. Я вот вам показываю, я маленький куст полярного медведя пересаживала как раз недалеко от того места. И у него корни вот такие веера. Я просто когда вытягивала, сильно она была пролита, и они вот так вот вытянулись. Тут мы этот куст вряд ли так вытянем, потому что он большой. И я вот так вот канаву вырою. Сейчас поддену. А потом вытащу ком вместе с Вадимом Петровичем и покажу вам, как этот ком получился, как он выглядит. И таким же методом можно пересаживать большие деревья, если вам надо. Но вообще, конечно, надо высаживать сразу куда надо. У нас похолодало, накрапывает дождик, но растениям приготовила, хотела отрезать, нечего обрезать, там нету кустов. Накрапывает дождик, холодно, но думаю, он нам не помешает все-таки пересадить вот эту нашу
красотку. Так, ее надо от опоры отвязать, забыла. Ну все, сейчас показываю, что же у меня получилось. У меня получилась тройная пересадка. Почему? Сейчас объясню. Ком Вимс Ред гортензии сейчас покажу. А пока, значит, вот, обещала вам, выкопала древовидную гортензию. Вот такой у нее корень. Самые большие обрубила лопатой. Ее можно не жалеть при выкопке. Она очень легко отрастает. Смотрите, какая мочковатая, большая, легко делится. То есть вот эти ветви вот с почками уже, вот с этими можно вообще вот так вот обрезать, и вам на следующий год будет новый куст. Вот хороший потенциальный кустик, корней много, видите, одна ветка. В общем, из этого куста можно, вот я так эту и аллею делала, но сейчас аллеи уже осталось 3 метра. Вот этот куст убрала, и уже все, больше мне хватит. А убирала почему? Потому что вот сюда надо посадить гортензию маленькую. Вот она, это полярный мишка, черенок мой, еще один обнаруженный, который вот цветет. Он рос, я его выкопала тоже только что. Сейчас покажу вам корни у маленького куста. Вот что я вам говорила. Прям такие, как веера, видите? Вот такие. И их пускаешь вдоль. На вот этом месте будет расти в самый сюда угол выдвинуто, чтобы мне вот так вертикалью, ну, когда поставим, будет уже видно. Вот так вот дерево гортензиевое, Вимс Ред, и в просвет между вот этих двух туй. А сзади на расстоянии 1,10 м тут или метр померять можно, минжулеп. Но минжулеп, как вы знаете, просто огромный. У меня там возле лавочки растет. Я его буду пристригать, и он только ноги сюда мне закроет. Ну, чтобы на дорожку не выпадал. Буду его тоже чуть вверх формировать. Вот так получается, чтобы высадить одну гортензию, мне пришлось одну выкопать и одну вот пересаживать. В яму сюда земля хорошая, в яму сюда хвойный опад, ставим гортензии, расправляем корни. Сейчас я ее закопаю, пересажу, а потом перевезем сюда, Вимс Ред высаживать будем. И у меня вот эти туи пострадавшие будут отлично в компании. Уже их 3 мишки будет. Тут этот самый маленький кустик. Вот так. Вот что у нас получилось. Огромный корень. Где-то сантиметров 40. Ну, кажется, что не огромный, но по сравнению с тачкой он огромный. Поднять его килограмм 60, да, Вадим? Килограмм 60. Хорошо, что я ее пересадила. Там от липы корни, а вон они лежат. Такие сантиметров. Такие были в середине куста. Теперь буду думать, что туда посадить. Сейчас мы ее вот этими досками, мы ее переваливали. Поднять ее невозможно. Скантуем на тачку. Я думала на целлофане, но целлофан порвется. Вообще он не это самое. И ремнями вот такими, кому надо, берите на заметку. А что это за... Это не ремни, а эти троса брезентовые. И сейчас скантуем ее на тачку и весело и дружно побежим на новое место. Все. Пожелайте нам удачи. Так, перевезли мы ее сюда на тачке вместе с вот этими полозьями. Сейчас наклоним и по полозьям сюда, в эту ямищу, легким движением руки. Да, Вадим Петрович? Он очень доволен.
что я затеяла эту пересадку, переместим туда. Показывать вам не буду, потому что это сопровождается лексиконом. Все, сейчас будем это делать. Покажу уже результат, если останусь жива. Ну, видимо, ваша удача нам помогла. Скажу сразу, что это было намного быстрее, чем мы ее затягивали на тачку. Что сейчас я сделала? Сейчас я выставлю ей опору, выровняю девочку мою. Я вся грязная, в кадр показываться не буду. Вот такое получилось у меня тут дерево. До минжулипа там метр. Ветви я буду разводить. Вот эти ветви присыплю. Тут и бирка, и веревки. Бирку сниму. Бирки вообще снимайте, потому что они вырастают. Смотрите, какая у нее толстенная. У нее корни липы были проросшие прямо в куст. Проблема была ее и выкопать, и вытащить, самое главное. Как мне нравится. Прямо нравится, красавица. Ей тут будет солнце со всех сторон. Магнолия тоже наклонится в сторону магнолии у меня из-за древовидных гортензий. Я ее ствол немножко оголю внизу. Так, сейчас полить эту гортензию, пересадить эту гортензию, установить опору и закопать, выровнять эту гортензию. Красота. Работой я довольна. Прямо очень. И тут она смотрится шикарно. Из-за того, что мы такой большой ком взяли, я думаю, пересадку она перенесет отлично. А на то место возле липы надо или вообще ничего не сажать, или сажать ближе к бордюру. Ну, я вам покажу еще на прогулке, что я там придумала. Все, всего хорошего. Задавайте вопросы. Кому надо пересаживать большие кусты, пересаживайте. Смотрите отсюда, как она здорово будет. Тут полярный медведь, а там на высоте она. Она будет выше забора. А у нас дождь собирается, но проглядывает солнышко. Всем хороших и легких пересадок.